В этом видео мы с вами разберем, как и самое главное, в какой момент фри-то-плей игрок сможет попасть в КД Асида, ведь, как оказалось, это сделать не так просто, и для лучшего примера разбирать мы будем именно мою ситуацию с моим аккаунтом. Тема данного видео может показаться вам до более знакомой, ведь эту же тему продвигает у себя на канале Warlock. И да, не скрывая этого, его видео косвенно повлияли на появление данного формата видео и на моем канале. Но лишь косвенно, и главными отличительными чертами будет то, что данное видео направлено именно для фри-то-плей игроков и связано именно с моей ситуацией. В пример я буду использовать свой аккаунт, и тема у нас не как попасть в имперку, а как попасть в Ашку, и данное видео можно считать неким дополнением к видео Варлога «Как попасть в имперку». Для того, чтобы глубже погрузиться в этот вопрос и дать точный ответ, мы с вами разберем КД Асида и выясним общие требования королевств А-ранга, сопоставим это с аккаунтом фри-то-плей игрока, в пример который мы берем мой аккаунт, и уже в конце дадим точный ответ на вопрос, который поставлен в этом видео. Для разбора я взял КД, в который сам хотел попасть и который является королевством Сида А. Разбирать мы будем следующие КД. Это КД 3481, 3409, 3575 и 3586. Как я уже сказал выше, в пример для сопоставления с требованиями данных КД и аккаунтом фри-то-плей игрока я возьму свой аккаунт, но аккаунты у всех разные, поэтому для максимальной реалистичности разбора я буду брать самое максимальное значение каждого параметра. И параллельно тому, как мы с вами будем разбирать каждое КД, мы с вами будем смотреть на то, а мог ли я в действительности находиться и быть конкурентоспособным в этих КД. И главными критериями оценивания будут выступать следующие параметры. Это мощь аккаунта и количество КП. И тут уже никаких максимальных значений мы брать не будем, все будет оставаться так, как оно есть. Начнем наш разбор с первого в списке КД, а именно 3481. И вот мы с вами в КД 3481, и как вы можете заметить, зашел я в это КД через маленького правителя, и это я считаю обязательным требованием для тех, кто хочет оценивать то или иное КД, ведь только таким способом возможно правильно оценить королевство. На создание маленького правителя у вас уйдет не больше 30 минут, и как по мне это справедливая цена для того, чтобы не ошибиться в выборе королевства. Данное королевство играло КВК вместе с КД 2638, где играет сам одинок, и их КВК имело статус S+, что уже говорит о многом, плюс один из офицеров 2638 дал мне вот эту информацию по набитому КП данным КД за КВК, и данное значение превышает то значение, которое сделал мое КД в 2 раза, так что сомневаться в активности данного КД не приходится. Сначала посмотрим на то, а мог ли я в действительности находиться в этом КД, и уже после пройдемся по требованиям данного королевства. И для того, чтобы понять, а мог ли я находиться в этом КД, качаем обязательно нашего правителя до 8 уровня ратуши и переходим смотреть главный альянс. Главный альянс имеет 31 уровень подарка, что очень хорошо. И следующая важная часть, которая интересует нас, это количество мест в альянсе. Максимальное мест в альянсе здесь 150 человек. Это мы с вами запоминаем и переходим смотреть рейтинги КД. И нас интересует личная мощь и личные очки убийства. На данный момент мой аккаунт имеет 53 миллиона мощи, но тут нужно отметить то, что я еще не переобучал Т4 войска в Т5, и как я уже упоминал в одном из своих видео, я это буду делать 100% только лишь на пред КВК, и это даст мне еще около 1 миллиона мощи сверху, плюс к пред КВК я буду ставить обучаться войска, и суммируя все вышесказанное, возьмем верхний предел моей мощи в 54-55 миллионов. Смотрим, что по рейтингу мощи я находился бы тут аж на 95 месте. Камон, ребят, почему вы меня не взяли? А по очкам убийств на 139 месте, что тоже в принципе неплохо. И КП в хорошем КД это дело, скажем так, поправимое.
Но вот по части требований я в это КД не подошел, ведь, как мне сказал их рекрутер, мой аккаунт слишком молодой, а им нужны старые игроки с хорошим КП и 5 метовыми маршами. Эти данные мы с вами запоминаем и идем дальше. КД 3409. Данная КД играл КВК вместе с КД 3481 в одном лагере, так что сомневаться в силе данного КД также не приходится. Тут мы делаем все то же самое, что в КД 3481. Смотрим, главный альянс вмещает в себе 155 человек. И переходим в рейтинги и смотрим, что по КП и по мощи. По мощи я был бы тут на 114 позиции и по КП на 138. Можно также отметить хороший уровень подарка. И в итоге выходит то, что по критериям по мощи и по КП я более-менее также мог бы находиться в этом КД, но вот по требованиям я не прошел, а требования тут такие же, как и в КД 3481. КД 3575. В это КД я также хотел попасть, но они сказали, что вообще никого не берут, что довольно интересно. Уровень подарка главного альянса 27, а мест в альянсе 145 человек, и идем в рейтинге. По мощи я был бы тут на 83 позиции и по КП на 106. И так же, как и с КД 3481 и 09, я также мог бы находиться в этом КД. И последнее КД в списке это КД 3586. В данном КД находится один из моих подписчиков. Арман, тебе большой привет. Сейчас будем смотреть твое королевство. КД имеет 31 уровень подарка, что очень круто, ведь нужно учитывать молодость данного королевства. Если прошлые КД были еще более-менее, скажем так, в возрасте, то тут у нас молодое КД с таким большим уровнем подарка. Это очень здорово. Также можно отметить полученные 4 звезды за первое, второе, третье и четвертое КВК, что также говорит о хорошей активности и мощи данного королевства. Видим, что мест в альянсе 157 человек. По рейтингу по мощи я был бы тут на 96 позиции и по КП на 132. И выходит так, что в принципе в этом КД я также мог бы найти себе место. По мощи прохожу, по КП тоже, но это дело такое исправимое. Но вот что касательно требований, то давайте же с ними ознакомимся. Требования у нас находятся в комментариях Альянса. Переходим туда и смотрим на картинку от мигрантов. Тут требуют сколько КП? Боже мой, 6 миллиардов КП. Мать честная, может, скинешь чуток? И вот мы с вами добрались до главной части видео, а именно подведение итогов и сравнений. Тут мой аккаунт, тут у нас требования королевств. И в итоге у нас с вами вышло 4 главных пункта. Первый пункт, на что смотрит королевство ранга А, так это на возраст аккаунта. То есть офицерам важно, чтобы аккаунт был не новый, а наоборот старый. Возраст подтверждает опыт игрока, ну а старые аккаунты можно считать только те, которые прошли порог в 2-3 года игры. Второй пункт это количество КП. Тут как бы все понятно. Чем больше, тем лучше. Но как мы с вами убедились, нам нужно просто какое-то безумное количество КП. Пример можно взять требования КД 3586 в 6 лярдов КП. Но я думаю, что это уже как-то слишком круто, и данную планку можно понизить до 2-3 миллиардов КП. Третий пункт это марши. Ашки хотят, чтобы у нас было как минимум 5 метовых маршей. Про снаряжение отдельно говорить не будем. И так понятно, что если нужно 5 метовых маршей, то одеты они должны быть в хорошее легендарное снаряжение. И последний, четвертый пункт это то количество КП, которое должен делать игрок во время КВК. И опять же возьмем в пример КД 3586, и у них это 1 миллиард КП каждая КВК, а это около 54 миллионов тяжей, что также как-то очень заоблачно, и можно понизить планку до минималки хотя бы в 30 миллионов тяжей. И самая веселая часть это сопоставление требований
и нашего free-to-play аккаунта, примером который выступает мой аккаунт. И также напомню, что многие значения я буду специально увеличивать, так как аккаунты у всех разные, ну а мой аккаунт, скажем так, это не самый лучший пример для реалистичного оценивания. Поэтому некоторые критерии я буду увеличивать до максимального возможного значения. Первый пункт — это возраст аккаунта. По этим требованиям я не прохожу, так как моему аккаунту всего лишь чуть больше 1 года, и максимальное значение тут брать не нужно, все остается как оно есть. По второму пункту мы с вами увеличиваем значение КП, которое сможет сделать free-to-play игрок за год игры с моих 255 миллионов до максимального значения в 600 миллионов КП. И как мы видим, даже так мы все равно не проходим. Третий пункт — пятерка метовых маршей. Тут также мы возьмем максимальное значение. Если у меня на данный момент вырисовывается двойка кавалерии, то максимальное значение мы возьмем 3 марша, одетые в полностью легендарное снаряжение, и это нам также никак не поможет. Четвертый пункт — количество КП за КВК, а именно 1 лярд. Это 54 миллиона тяжей. Ну и тут также мы с вами проигрываем, но, как я уже сказал, это слишком большая планка, поэтому мы ее чуть снижаем до минималки в 30 миллионов тяжей. И тут уже free-to-play игрок сможет справиться с этим требованием, ведь имея 3 марша в легендарном снаряжении, free-to-play игрок может закрывать 30 миллионов тяжей, ну, может, с очень большим трудом, и 45 миллионов тяжей. И на этом моменте, возможно, фри-то-плей игроки, что смотрят данное видео, опечалились, и не буду скрывать, я в какой-то степени тоже, ведь как теперь быть, как нам попасть в хорошее КД, и как нам дальше играть? И ответ не так прост, но он есть, все придет со временем, а пока просто играйте в хороших бэшках. Да, это может прозвучать странно, но играть в бэшках тоже нужно заслужить. И тут, возможно, вы вспомните слова Варлога о том, что опасно попадать в бэшку. Твой ID стареет, а КП не копится с той скоростью, с которой она могло бы копиться в той же ашке. И как теперь я смогу попасть в имперку и так далее. И аргументом к этому можно сказать, что все решает время, ведь данное видео направлено именно для free-to-play игроков, и мы оцениваем данный вопрос со стороны именно free-to-play игрока. Как не раз было сказано, это игра в долгую, и шанс того, что твой КД, в котором ты играешь, опустится в сид Б, скажем так, он не равен нулю. За примером далеко ходить не будем, возьмем мое КД, которое в момент выхода в свой первый КВК в сезоне завоеваний было как раз таки А рангом. Но после того, как мы встретились в бою против КД 35-35 и получили от них ну просто ужасные отчеты, но все равно сражались и по итогу даже выиграли КВК, после этого было решено, что КВК подобного уровня мы пока еще играть не можем, и поэтому спустились на ранг ниже, а именно в Бэшку. И даже несмотря на то, что следующее КВК мы играли как Бэшка, то за это КВК я смог сделать 115 миллионов КП. Это, впрочем, хороший результат для аккаунта, не имевшего на тот момент всех десятых технологий и без Т5 войск. А если бы я это все имел, то показатели бы были как минимум в 1,5 раза выше. Ну и сегодня мы видим, что даже в топовых имперках может случиться фарм КВК. И от этого как бы никто не застрахован. Просто шанс этого в имперках очень и очень мал. Примерно около 3-4%. В вашках это же около 8-10%, как я думаю. Ну и в бэшках это около 15-20%. Но даже так это очень и очень малый шанс. И всем этим я хочу сказать, что играть в бэшках это совершенно не страшно. В таких КД также можно спокойно набивать себе хорошее КП. В пример хочу привести своего приятеля из моего КД, Халеми. Это чистый пример максимальных стат для free-to-play игрока, которую мы с вами завышали на примере моего аккаунта. Это и мощь в 61 миллион, КП на должном уровне, и на этом КВК он играл 2 маршами, одетыми в полностью легендарное снаряжение,
И даже несмотря на то, что наша КД играла как бэшка, он смог закрыть 30 миллионов тяжей. Ну а ваш перелет в Вашку — это всего лишь вопрос недолгого времени. Как я уже сказал выше, и как мы с вами поняли по общим требованиям, Ашки хотят от нас, чтобы у нас был старый аккаунт, а старый аккаунт начинается от 2-3 лет игры. Поэтому делайте все, что в ваших силах, каждое КВК, становитесь каждый раз лучше, укрепляйте свои марши, открывайте Т5 войска, и вы в любом случае такими темпами сможете попасть и в Вашку, ну и там уже до имперки будет недалеко. А что касательно моей ситуации, то пока что перелет в другое КД я отложил в небольшой ящичек. К нему я вернусь уже, ну, наверное, через КВК, когда отыграем, значит, с этим КД еще одно КВК, и дальше уже будет видно. Но, в принципе, я уже как бы определился с тем, в какое КД я хотел бы попасть. Точнее, это несколько КД, в которые я хотел бы попасть. Это сейчас на данный момент в списке у меня целых сколько, наверное, 6 или 7 КД по разным рангам, и там есть и Бэшки, и Ашки, но в основном, конечно, я хотел бы попасть либо в неплохую Ашку, либо в сильную Бэшку. И одним из таких КД это 3672, 3663, потом дальше идет у нас КД 3560, 3586, 3520 и вроде бы и усё. Или есть еще какой-то КД, я уже не помню. Да, 3406, но на это КД как бы у меня меньше всего каких-то, скажем так, ожиданий, предположений, что я смогу в это КД попасть. А больше всего, конечно, я ставлю на то, чтобы попасть в КД 35-26 и 35-20. Ну, как я уже сказал, как бы перелет у меня уже откладывается в долгий ящик. Я просто смотрел эти королевства и как бы по сути я хотел бы перелететь именно в эти КД по возможности. Так что посмотрим, буду держать их, как скажем, на прицеле. Вот эти данные королевства. Но из всех королевств, именно из всех королевств, я бы хотел больше всего попасть либо в 35-60, либо 35-86, либо же в 35, точнее 36-72. Но это все как бы под вопросом. Это все мы сможем выяснить, как смогу ли я попасть, не смогу уже после КВК, который я отыграю в 35-66. Также изменения коснулись нашего королевства 3566. Сейчас к нам прилетели, как вроде бы, я так понял, что прилетели последние мигранты. Это вот 17 человек, еще один мигрант находится на данный момент в R4 составе. И об этом я уже запишу следующий видеоролик. Проведем оценку, насколько хорошо мы приняли миграцию, каких мигрантов мы к себе приняли и что, в принципе, в общем, можно ожидать от нашего КД на следующем КВК. И давайте же посмотрим рейтинги. Сейчас я в рейтинге нахожусь на 74 месте. Ну, что, в принципе, хорошо. На этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу. Он получился достаточно длинным. На это я и делал расчет, потому что вопрос действительно такой серьезный, требующий полного и такого глубокого раскрытия в ответе. Поэтому всем, кто досмотрел до конца, спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь на канал. Я вам желаю играть в хорошем активном КД, а мы с вами уже увидимся в следующем видео.